Ребята, кто из вас помнит мультик «Папай моряк», который ел все время шпинат и был очень сильный, все ему было по плечу? Я приготовила очень вкусную запеканку со шпинатом. Только в запеканке мой муж может съесть шпинат и быть сильным, как Папай моряк. Всем привет, меня зовут Наталья, и вы на канале Вкусняшки у Наташки. Приготовление запеканки начинаю с соуса бешамель. Использую 1 литр молока, но на огонь ставлю немного меньше. Добавляю сразу мускатный орех. У меня мускатный орех цельный и вот такая маленькая терочка. Но вы можете использовать уже тертый мускатный орех. Черный молотый перец. Тоже предпочитаю свежемолотый. Он дает такой приятный аромат. Добавляю небольшие 2 щепотки соли. Ребят, я часто готовлю на глаз, поэтому мне сложно писать, какое количество необходимо соли. Я поэтому и снимаю свои видео вот так достаточно подробно. Пока греется молоко, приготовлю смесь для загущения соуса. 4 столовые ложки муки. Это расчет на 1 литр молока. Смешиваю с оставшимся молоком и тщательно перемешиваю, чтобы не было комочков. Эту смесь можно процедить через сито, но я этого не делаю. В моем холодильнике оказался такой кусочек сыра бре. Я его нарежу на небольшие кусочки. Но еще вкуснее было бы сыром горгонзола, который с синей плесенью. Но если вам не нравятся сыры с плесенью, хотя это натуральный пенициллин, вы можете использовать моцареллу. В этом случае количество соли, скорее всего, придется увеличить. Любое блюдо, конечно, надо пробовать на вкус. Поэтому я не говорю конкретные цифры. Сыр я откладываю в сторону и сейчас займусь соусом бешамель. Молоко у меня нагрелось, но оно не закипело еще. Я сразу выливаю приготовленную смесь и завариваю. Причем заваривать надо буквально несколько минут, все время помешивая. Желательно, чтобы соус был более жидкий. Сразу в горячий соус добавляю сыр бре, перемешиваю и отставляю в сторону. А сейчас займемся шпинатом. И у меня уже стоит кастрюля с водой для макарон. На раскаленную сковороду выкладываю шпинат, наливаю чуть-чуть воды. Шпинат у меня замороженный, но также можно использовать и свежий шпинат. Время приготовления макарон 5 минут, но я их готовила всего 3. Шпинат я готовлю без масла, главное, чтобы выпарилась вся вода. Не добавляю ни соль, ни перец, ничего. Горячий шпинат высыпаю в соус бешамель, перемешиваю. И по традиции пару слов про шпинат. Шпинат содержит важный элемент железа, которое необходимо для образования гемоглобина и переноса кислорода. Дефицит железа вызывает быструю утомляемость. Для производства энергии и правильного пищеварения также необходим магний, содержащийся в шпинате. Нехватка магния ведет к депрессии, судорогам, бессоннице и потере аппетита. И самый главный элемент, который содержится в шпинате для борьбы с усталостью, это калий. Дефицит калия приводит к мышечной слабости. Шпинат можно добавлять в салаты, супы, рагу, соусы и другие блюда. Также шпинат полезен для людей, больных сахарным диабетом, так как способствует регенерации тканей и заживлению язв, снижает давление и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Но не будем забывать, что шпинат не рекомендуется людям при заболеваниях почек, ревматоидном артрите, подагре, язве желудка и цистите. Пока я вам рассказывала, я уже выложила первый слой макарон, укрыла его слоем соуса бешамель со шпинатом и присыпаю сыром. Сыр можно брать любой, какой вам нравится. То же самое проделываю со вторым слоем и присыпаю сыром. Кстати, здесь нет четкого руководства. Можно все перемешать вместе с соусом бешамель, а можно сделать так, как я, слоями. Присыпаю немного солью, добавляю перец, сладкую паприку и приправу. У меня есть на канале видео, ссылочка появится в правом верхнем углу, как приготовить такую приправу. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите комментарии. Отправляю в разогретую духовку до 185 градусов на 25 минут. И вот какая красивая запеканка у меня получилась. Приятного аппетита! Пока-пока!